Дональд поддержит Виктора, Рубио в Венгрии откровенно агитирует за Орбана. Перед решающей схваткой на выборах. День переговоров. В Женеве Стив Уиткоф и Джаред Кушнер решают судьбы сразу двух войн. Задача не из легких. Войну России с Украиной остановить, а войну с Ираном не начать. Какие инструкции дали переговорным группам Зеленский и Путин? Иран начинает учения по перекрытию пролива, через который идут поставки 20% нефти в мире. Ким Чен Ын празднует день рождения Ким Чен Ира, показывает народу наследницу династии и открывает новый жилищный комплекс. Репортаж с места события. Об этом и не только. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео. Время начать. Госсекретарь США Марко Рубио продолжает турне по Центральной Европе, Словакии и Венгрии. Правительства этих стран, несмотря на членство в Евросоюзе, известны скептическим отношением к Брюсселю и считаются близкими как к Дональду Трампу, так и к Владимиру Путину. В Будапеште Рубио встретился с премьер-министром Виктором Орбаном и главой МИД Петером Сиярто. Для Вашингтона это не просто дипломатический визит, а ставка на союзников Трампа в регионе. Венгрия – ключевая точка. Перед вылетом Рубио подчеркнул, Трамп поддерживает Орбана. В апреле в стране пройдут выборы, и позиции Орбана уже не выглядят безусловными. Однако в американских правых кругах его по-прежнему считают образцом. За жесткую миграционную политику, акцент на христианских ценностях и курс на суверенитет. Тем временем лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр фактически дал старт решающей схватке перед апрельскими выборами. Мы стоим на пороге перемен в своей судьбе. Именно сейчас решается, останемся ли мы в режиме, построенном на страхе, ненависти и воровстве, или, наконец, вернем себе наше будущее. Через 56 дней станет ясно, сможем ли мы направить нашу страну в новое русло. По данным Венгерского института ИДИА, среди определившихся избирателей 48% готовы поддержать партию ТИСА Петера Мадьяра, тогда как за Фидес Виктора Орбана 38%. Такой разрыв сохраняется уже около месяца. Число неопределившихся сократилось до 24%, а значит, пространство для маневра стремительно сужается. Для Орбана это самый серьезный электоральный вызов с 2010 года, когда Фидес впервые пришел к власти. Тем не менее, исход голосования 12 апреля остается открытым. Тем временем пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков поддержал заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо по ситуации вокруг нефтепровода «Дружба». Фицо утверждает, что поставки российской нефти якобы используются как инструмент давления, поскольку Будапешт не готов поддержать возможное вступление Украины в Европейский Союз. Премьер Словакии Фицо заявил на фоне остановки поставок по нефтепроводу «Дружба», что нефть стала предметом шантажа из-за того, что Венгрия не согласилась с членством Украины в Евросоюзе. В Кремле согласны с такой оценкой? Да, абсолютно, мы полностью с этим согласны. Оно, собственно, де-факто оно так и есть. По-другому это расценивать невозможно. Напомним, 27 января российские войска нанесли ракетный удар по одному из энергетических объектов во Львовской области, через который осуществляется транзит нефти в Словакию и Венгрию по нефтепроводу «Дружба». После атаки инфраструктура получила серьезные повреждения, и с тех пор трубопровод остается непригодным для эксплуатации. До нового раунда переговоров Украины, России и Соединенных Штатов по мирному урегулированию остаются считанные часы. Однако их результативность вызывает сомнения. По словам Зеленского, американская сторона обозначила дедлайн. До июня Киев и Москва должны выйти на договоренности. Тем не менее, эксперты обращают внимание на продолжающиеся удары по территории Украины и риторику из Москвы. По их оценке, Владимир Путин не демонстрирует отказа от первоначальных целей. Пока формально ключевым остается вопрос территории Донецкой области. Готова ли Украина отдать России больше, чем та фактически оккупировала? Позволить агрессору что-то забрать – это большая ошибка. Это была большая ошибка с самого начала, еще с 2014 года. И даже раньше, во время нападения и оккупации части Грузии. И еще раньше, во время оккупации Чечни, когда все было разрушено, и был 1 миллион жертв, убитых и раненых. Было допущено много ошибок. Именно поэтому сейчас я не хочу быть президентом, который повторит ошибки своих предшественников или других людей. И речь идет не только об Украине. Я говорю о лидерах разных стран, которые позволили такой агрессивной стране, как Россия, зайти на их территорию. Потому что Путина нельзя остановить поцелуями или цветами. Я этого никогда не делал, и поэтому не считаю, что это правильно. Мой совет всем – не делайте этого с Путиным. Иначе будет первый шаг, а затем через 5 лет он восстановит свою армию, увеличит количество солдат, и его армия будет хорошо обучена.
потому что он потерял много обученных людей. Сейчас он теряет от 30 до 35 тысяч человек в месяц. Можете себе это представить в 21 веке? Можете представить? Он теряет 35 тысяч ежемесячно. Я не уверен, что он об этом знает. Теперь Кремль заявил, что на переговорах в Швейцарии будут обсуждаться главные вопросы. Территория и не только. Российскую делегацию возглавит помощник Путина Владимир Мединский. Разумеется, президент в постоянном контакте с нашими переговорщиками. И, конечно же, они получают детальные инструкции от президента накануне вылета. Смотрите, первое. Давайте вспомним заявление Путина, которое он неоднократно делал, о том, что главой делегации российских переговорщиков является Мединский. Это заявление Путин делал до первого раунда в Абу-Даби, во время и так далее. Поэтому Мединский оставался главой делегации наших переговорщиков. Почему он не участвовал в предыдущих двух раундах? Потому что там шла речь по вопросам безопасности, вопросам, которые касались непосредственно военных. Поэтому там нашу группу возглавлял Костюков. И группа состояла из военных. На этот раз имеется в виду обсуждать более широкий спектр вопросов, включая, собственно, главные вопросы. Главные вопросы, которые касаются и территорий, и всего остального, которые, собственно, связаны с теми требованиями, которые мы имеем. Здесь уже необходимо присутствие главного переговорщика, то есть Мединского. Действительно, делегация будет расширена в этот раз. Помимо Мединского там будет замминистра Галузин и другие официальные. Дмитриев, да, он работает по отдельному треку. Это рабочая группа по вопросам экономического взаимодействия. Она активно продолжает работать. И ожидаем, что также в Женеве пройдут и эти встречи в рамках этой группы. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российская делегация на переговорах с Украиной в Женеве будет действовать в рамках пониманий Анкориджа. Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что повестка встречи будет шире, чем на предыдущих консультациях в Абу-Даби, и затронет в том числе территориальные вопросы. По данным ряда СМИ, во время контактов в Анкоридже Дональд Трамп и Владимир Путин якобы обсуждали вариант завершения войны при условии вывода украинских войск из Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский, как известно, такую формулу публично отверг. США никого не заставляют соглашаться на мирное соглашение по завершению войны в Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио, а просто хотят помочь. Мы — единственная страна на Земле, которая, по-видимому, может посадить обе стороны за стол переговоров. Я не собираюсь никого оскорблять, но ООН этого сделать не смогла. Нет другой страны в Европе, которая смогла бы этого добиться. США успешно обеспечивают возможность переговоров для обеих сторон. Впервые за несколько лет на техническом уровне военные представители обеих сторон встретились на прошлой неделе на Ближнем Востоке. И мы продолжим эти переговоры в Женеве позже на этой неделе. Я считаю это очень положительным. При этом мы просто пытаемся играть роль, если это возможно, в достижении соглашения. Мы не стремимся навязать сделку кому-либо и не пытаемся заставить кого-либо принимать нежелательное решение. Мы просто хотим помочь. Суд отказался удовлетворить ходатайство защиты бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко об освобождении из-под стражи. Во время заседания представители специализированной антикоррупционной прокуратуры заявили, что действовали законно, задержав Галущенко в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса, после чего ему было вручено подозрение. В САП подчеркнули, что в случае выезда за границу экс-министр мог бы уклониться от следствия и избежать ответственности. Прокуроры также сообщили, что после сегодняшнего решения обратятся к следственному судье с ходатайством об избрании меры пресечения. Таким образом, до отдельного заседания по избранию меры пресечения Герман Галущенко остается под стражей. Сам он заявил, что не согласен с подозрением. По словам Галущенко, он направлялся за границу, чтобы увидеть детей, которые живут и учатся за рубежом. При этом он отказался пояснить происхождение средств на их проживание и обучение. Также экс-министр утверждает, что ранее представители НАБУ заверяли его в отсутствии ограничений на выезд. Суть претензий к экс-министру энергетики связана с делом Мидас, расследованием предполагаемой схемы откатов в государственном энергоатоме. Следствие считает, что он мог быть причастен к отмыванию средств и участию в преступной организации.
Во вторник в Женеве запланированы 2 дипломатических раунда – по Украине и по Ирану. Соединенные Штаты направляют делегацию во главе со спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Утром они проведут переговоры с иранской стороной при посредничестве Омана. Одновременно Дональд Трамп усиливает давление на Тегеран после жесткого подавления протестов. В регион переброшена крупная группировка военно-морских сил, ставки на переговорах высоки. Накануне министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи встретился с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Агентство требует разъяснений по поводу 440 килограммов высокообогащенного урана и полного доступа инспекторов к объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане. Вашингтон настаивает на расширении повестки, включая ракетную программу Ирана. Тегеран же готов обсуждать только ядерный вопрос в обмен на полное снятие санкций и категорически отвергает идею полного отказа от обогащения урана. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил: возможная сделка должна предусматривать демонтаж ядерной инфраструктуры Ирана, а не лишь временную приостановку обогащения. Я не буду скрывать от вас, что выражал свой скептицизм по поводу любой сделки с Ираном, потому что, откровенно говоря, Иран надежен только в одном – они лгут и обманывают. Но я сказал, что если сделка и будет заключена, она должна включать в себя несколько компонентов, которые, по нашему мнению, важны не только для безопасности Израиля, но и для безопасности всего мира. Не должно быть никаких возможностей для обогащения. Не нужно останавливать сам процесс обогащения, а нужно демонтировать оборудование и инфраструктуру, которые позволяют его осуществлять. А вот как перспективы переговоров оценивает госсекретарь Марко Рубио? Смотрите, заключить сделку с Ираном непросто. Я говорил это вчера. Повторю и сегодня. Мы должны понимать, что Иран в конечном счете управляется, и его решения определяются шиитскими духовными лидерами. Радикальными шиитскими духовными лидерами. Понимаете? Эти люди принимают политические решения на основе богословия. Именно так они принимают решения. Поэтому заключить сделку с Ираном трудно. Мы всегда говорили, что это сложно, но мы будем пытаться. Именно этим занимается президент. Иранский корпус стражей исламской революции, признанный в США террористической организацией, проводит масштабные морские учения в стратегически важном Ормузском проливе. Его ширина около 20 километров, через него проходит примерно 1/5 часть мировой нефти. Маневры проходят перед новым раундом переговоров Тегерана и Вашингтона в Женеве. Учения под названием «Умное управление Ормузским проливом», по данным иранских СМИ, направлены на проверку готовности перекрыть пролив в случае атаки Соединенных Штатов. Военные отрабатывают боевую готовность, мониторинг обстановки и сценарий реагирования на угрозы, а также действия в условиях возможного конфликта. У Германии не осталось ракет для систем ПВО, заявил глава МИД ФРГ Йохан Вадефуль в интервью радиостанции Deutschlandfunk. Так министр объяснил перебои с поставками Украине ракет для систем ПВО. У нас их совсем больше нет. А те противоракеты Patriot, которые у нас есть, они поступают прямиком с конвейера из США. Честно признаться, все, что сходит там, с конвейера, идет непосредственно Украине в рамках механизма, который в значительной степени финансируется европейцами, в значительной степени финансируется Германией. Другие европейские страны могли бы вносить больший вклад, сказал Вадефуль. Частью украинских истребителей F-16 управляют иностранные пилоты, об этом сообщает Intelligence Online. По данным издания, в Украине в последние недели в условиях строгой секретности сформирована отдельная эскадрилья, в состав которой вошли украинские, американские и нидерландские летчики. Подразделение, как утверждается, играет ключевую роль в прикрытии неба над Киевской областью, которая регулярно подвергается российским ударам. Среди привлеченных американцев – пилоты с боевым опытом в Афганистане и на Ближнем Востоке. Нидерланды, по информации источников, направили летчиков, прошедших подготовку в ведущих европейских центрах воздушного боя и специализирующихся на современных тактиках перехвата. Как пишет Intelligence Online, западные ветераны подписали временные контракты сроком на 6 месяцев с возможностью продления. Формально они не занимают официальных должностей в структуре военно-воздушных сил Украины и не фигурируют в открытых списках личного состава. В Пхеньяне прошла торжественная церемония открытия нового жилого комплекса, предназначенного для семей северокорейских военнослужащих, погибших в ходе зарубежных операций. Мероприятие возглавил лидер КНДР Ким Чен Ын. Вместе с ним на церемонии присутствовала его дочь Ким Чу Эй, которая все чаще появляется рядом с отцом на государственных мероприятиях. 13-летнюю красную принцессу уже открыто называют наследницей режима. Отец и дочь поднимаются на сцену под бурные аплодисменты. Военнослужащие выстроены в почетном строю, звучит национальный гимн.
Женщины поют со слезами на глазах, солдаты отдают честь. Во время речи лидера многие участники не скрывают эмоций. В толпе плачут и военнослужащие, и родственники погибших. По данным Национального северокорейского агентства, лидер говорил о том, что новый жилой район является символом духа и самопожертвования павших военнослужащих. «Мы построили эти дома для того, чтобы их семьи могли гордиться своими сыновьями и мужьями и жить счастливо. Я стремился завершить этот проект хотя бы на один день раньше, чтобы это принесло хотя бы небольшое утешение семьям, потерявшим своих близких», сказал в своем выступлении Ким Чен Ын. После выступления он перерезал символическую ленту. Над новым кварталом прогремели фейерверки. В воздух взлетели конфетти. Лидер страны спустился к семьям погибших. Он поприветствовал мальчика, потерявшего отца, обнял его и вручил ордер на новую квартиру. Солдаты аплодируют. Многие вновь плачут. В этот день было много слез. Звучавшим со сцены песням подпевают заплаканные военные. Ким Чен Ын и Ким Чу Э слушают, склонив головы. А дальше финальная часть церемонии, которая кажется хорошо отрепетированной, снова песни, снова солдаты подпевают, снова отдают честь лидер и его дочь. На прощание всех приветствуют. Толпа взрывается радостью. Короткая остановка возле новенькой высотки, прием благодарных поясных поклонов от новых жителей. И Ким Чен Ын вместе с дочерью поднимаются в лифте, возле которого практически выставлен почетный караул в одну из новых квартир. Перед входом диктатор снял обувь, прошел внутрь, сел на диван и пообщался с новоселами и чиновниками. Ким Чу Э все время находилась рядом, осматривала комнаты вместе с отцом и наблюдала за разговором. По сообщениям государственных СМИ, жилье предназначено для семей военных, погибших в ходе зарубежных операций. По данным южнокорейских, украинских и западных источников, в рамках соглашения о военном сотрудничестве с Россией в 2024 году Северная Корея направила на украинский фронт около 14 тысяч военнослужащих, из которых более 6 тысяч могли погибнуть. Официальная статистика Пхеньяном не публикуется. После визита короткие напутствия генералам и семейство Ким покинуло жилой комплекс на автомобиле в сопровождении бегущих охранников. С воздуха хорошо видно новый район. Многоэтажные дома, построенные в едином стиле. В Рио-де-Жанейро продолжаются карнавальные торжества. Улицы города наполнились самбой, яркими костюмами и атмосферой всеобщего праздника. Праздничный сезон стартовал в середине января и продлится до конца февраля. В этом году власти ожидают участия более 6 миллионов человек в сотнях уличных парадов по всему городу. Параллельно с уличными гуляниями проходит ежегодный конкурс школ самбы на легендарном самбодром Маркиза де Сапукай. Там ведущие коллективы представляют масштабные постановки с элаборет-костюмами, платформами и сотнями танцоров. Карнавал традиционно считается главным культурным событием Бразилии и ежегодно привлекает туристов со всего мира, превращая Рио в столицу музыки, танца и народного праздника.